Внимание! Сценарий для обзора написан на основе материалов из открытых источников и личного мнения. Ролик создан в развлекательных целях, и авторы не претендуют на титул истины в последней инстанции. Приятного просмотра! Всем привет! Панквинта и Притчер снова на связи. Ну что, народ, Half-Life исполнилось 25. И в честь такой знаменательной даты мы с удовольствием возвращаемся к любимой игре, чтобы рассказать вам парочку интересных фактов и закрыть определенные недосказанности, с ней связанные. На протяжении всех этих лет многие из нас с вами играли в любимые игры и даже не задавались вопросом, а как она правильно-то называется? Мелочь, казалось бы, но тем не менее. В нашем случае вроде бы все очевидно. Half-Life. Неправильно, блядь! В смысле? Хотя... Секундочку. Half-Life. Half-Life. Половина. Стыдоба-то какая. Довольно. Вот живешь, и только при написании сценария обращаешь внимание, что произносил название любимой игры неправильно. И вот самое-то обидное, что давным-давно в том самом видеоматериале ЛКИ, посвященному истории Half-Life, который лично я смотрел далеко не один раз, на протяжении всего ролика, диктор произносит: История Half-Life началась с двух человек. Со временем сюжет Квивер превратился в ту историю, которую мы знаем под именем Half-Life. Кен Уильямс, основатель и директор Sierra с 79 по 96 год. Ему мы обязаны квестовыми сериями Larry, King's Quest и Space Quest. Что мы забыли? Ах, ну да. И, конечно, Half-Life. И никого ничего не смутило. Ну ладно, быть может там пару раз, но ситуацию это не исправило. Впрочем, я такой балбес не один. И не надо далеко ходить, чтобы убедиться, насколько авторы даже крупных каналов подкованы в английском языке. Всеми известную и легендарную игру под названием «Период полураспада», или на английском Half-Life. Повествующая об этом айсберге в моей горячо любимой серии Half-Life. О, yes, girl! Yes, обухаюсь! Всем привет, на связи 88M, и сегодня я постараюсь рассказать про некоторые секреты Half-Life для PlayStation 2. Где мы были, куда идем, подводные камни, нераскрытые возможности, чего бояться и на что надеяться, а может даже узнать ответ на извечный вопрос «почему?». Зайду издалека. Видео про Dreamcast и момент с переделанными уровнями. При входе в офисы нам надо отключать свет в кафетерии, который должен быть справа, который теперь напротив. Вот зачем? Действительно, вот зачем? Я задавался подобным вопросом в голове. Поэтому, недолго думая, мы берем оригинальный уровень C1A2.BSP прямо из Steam-версии и прикручиваем его к PlayStation 2. Лифт не поедет, пока вы не скажете волшебное слово. Да пошел ты в жопу, блядь! Это одно. И мы видим, что он вполне себе работает. Но все же, по сравнению с упрощенным уровнем, видно падение кадров в секунду. И сейчас я совершу страшную вещь, которую только можно совершить на YouTube. Выскажу свое личное мнение, почему же уровни переделывали. Судя по всем переделкам, разработчики старались избегать больших длинных коридоров. И тут мы сталкиваемся с наследием Джона Кармака и его BSP Binary Space Partitioning. При создании любой карты, что Дума, что Quake, что Half-Life, в него запекается так называемое BSP дерево, а сама карта дробится на кучу секций. Двигаясь по уровню, все секции, находящиеся за спиной игрока, а также секции, которые прикрыты стенами, не будут включены в очередь рендеринга, то бишь не будут обрабатываться вообще. Сдвинув комнату в бок, разработчики не дают нам просматривать коридор.
на всю его потенциальную длину, снижая тем самым нагрузку. Но тут вот какое дело. PS2 плевать хотела на такие оптимизации, у нее достаточно оперативной памяти и мощностей на оригинальные карты, как на ПК. А в самом Half-Life есть еще более открытые локации. Другое дело Dreamcast. Мощностей у него хватало на обработку, а вот оперативной памяти было прям впритык. В Зене была локация после логова Ганарча. Там нам предстояло забраться на скотолеты пришельцев, чтобы добраться до островка с порталом. И вот этот уровень в начале главы Interlooper забраковали, как мне кажется, из-за нехватки оперативной памяти, потому что карту надо было серьезно модифицировать и оптимизировать. На самом деле этот уровень в неизмененной форме оставили на диске, просто при прохождении игра перешагивает через этот уровень и идет дальше. И если мы все-таки консольными методами пролезем на эту пропущенную на Dreamcast карту, то с большой долей вероятности консоль у вас повиснет. Но если двигаться определенным образом, к примеру, отвернувшись в бок и выждав время, пока Dreamcast немножечко очухается и приведет свою память в порядок, то можно худо-бедно пройти уровень. Но, как видите, я не смог пройти, потому что я рукожоп. В общем-то, мое предположение состоит в том, что уровни в первую очередь переделывали под Dreamcast с оптимизациями под стабильную работу на нем, и переделанных уровней должно было быть еще больше. Но как только Dreamcast пошел на дно, PlayStation 2 по наследству достались карты с Dreamcast, а также многие объекты из Blue Shift. Может быть, Gearbox хотели одинаковые карты на консолях, и поэтому взяли за единообразный стандарт карты, более стабилизированные под меньший объем ресурсов. Valve к тому моменту, мне кажется, вообще забила и забыла про Half-Life 1. Они уже к моменту выхода PS2 версии вовсю работали над Half-Life 2. И, наверное, не так пристально следили, что там творится с консольными версиями. В любом случае, это мое мнение по данному вопросу. Если вы хотите узнать наверняка, позвоните в Gearbox и спросите, вам там не ответят. On the PC, Half-Life has more mods available than just about any game, and the mods will be coming to the PlayStation 2 as well. In fact, Underground viewers will be the first to get the latest Half-Life mod, Uplink, and it's only available on the PlayStation 2. Моды будут выходить и на PlayStation 2. Весьма и весьма оптимистичное заявление от сотрудника Sierra Entertainment, потому что Valve в скором времени удастся выкупить назад свою интеллектуальную собственность на Half-Life, и начнется создание сервиса Steam. А у Sierra Entertainment начнется свое крутое пике с потерей доходов, а также увольнением сотрудников. Все закончится в 2008 году, похоронив компанию Sierra такой, какой мы ее знали, которая 28 лет разрабатывала и издавала игры. Учитывая вышеупомянутое мрачное будущее Sierra, модов для PlayStation 2 было немного, а точнее один – это Uplink. Эй, как он посмел назвать Half-Life Uplink модом? Ведь это же демо-версия. Эй, как он посмел назвать Half-Life Uplink демо-версией? Ведь это мод для Half-Life для PlayStation 2. Ведь так сказали сами разработчики. Ребята, давайте жить дружно. И Uplink был спрятан внутри журнала на демо-диске. Сам демо-диск требовал к себе оригинальную игру. Плюс вся эта система была регионально блокируемой, что добавляло проблем. Работало это все примерно так. Запускаем Half-Life. Вводим чит-код. Вставляем диск с Uplink. Система в принципе интересная и дает большие потенциальные возможности. Но что если вдруг оригинальный диск с Half-Life придет в негодность? Uplink-то без него работать не будет. Ну а теперь я вам продемонстрирую сюрреалистичную поделку из параллельного мира, которую я скачал из интернета.
и за денек ковыряний смог привести в рабочее состояние. И, пожалуйста, держите постоянно в голове, все, что вы будете видеть дальше, было запущено на настоящий железный PlayStation 2. Freeman. Attention protection team. Status invasion in progress in this community. Respawn. Isolate. Inquire. Не правда ли выглядит это все невероятно завораживающе и заставляет задавать себе вопросы? А что если бы все пошло не так? А что если история бы повернула не туда? И сегодня я, надеюсь, удовлетворил вашу жажду заглянуть в параллельные миры. Вау, так это что же получается? Мы можем делать модификации? Прям для PlayStation 2? Да, мы еще как можем. И за это я хочу выразить благодарность нашему соотечественнику под ником SuperDuplex. Именно его инструментами я пользовался при создании всего того безумия, что вы наблюдали. Также SuperDuplex писал не больше, не меньше целые научные работы по реверс-инжинирингу Half-Life на PlayStation 2. И он же причастен к адаптации Blue Shift для PlayStation 2. Причем со многими улучшениями. Например, исправленная анимация пальцев, управление ограничителем кадров в секунду, возможность играть за чужого, а также восстановленная заставка, которая планировалась для Blue Shift, да так и не попала туда. А еще куча всяких приятных мелочей. В общем, погуглите и попробуйте, вы не разочаруетесь, я вам гарантирую. Также SuperDuplex проводил невероятные эксперименты по инжекции файлов с сервер DLL и клиент DLL, и работу по их согласованию с движком PlayStation 2 версии. Это в теории позволит запускать даже Opposing Force на PlayStation 2, и SuperDuplex показал некоторые интересные прототипы. На момент записи этого видео работы по Opposing Force все еще ведутся. И по моему мнению, разобраться в чужом коде на инородной от x86 архитектуре, да еще и дописывать туда свой код, это не больше, не меньше высший пилотаж. И теперь минутка агитации от 88M. Зрители, пожалуйста, если вы действительно любите Half-Life, если вы сами любите что-то создавать и имеете творческий потенциал, я призываю всех и каждого попробовать себя в качестве создателя карт для Half-Life. Процесс от вас не потребует ни единой строчки кода. Инструменты все доступны в интернете, а YouTube завален обучениями по Valve Hammer Editor. Создавая свою карту, вы начнете понимать и осознавать все ограничения, возможности и дизайн решения Half-Life. А также со временем, когда вы поймете, что к чему, вы сможете создать собственные текстуры, модели, скриптовать это все. И вот вы уже без 5 минут мододел. Я все это рассказываю, потому что Valve нам дали все эти инструменты, чтобы мы могли обессмертить Half-Life. И теперь все в наших руках. Ну, а я на этом прощаюсь. Спасибо за внимание. Всем до свидания. Под этим названием в 1999 году Valve бесплатно распространяла диски, которые содержали в себе различные дополнительные материалы к свежевыпущенной игре. По сути, это были диски с патчами, модельками игроков, дополнительными картами для сетевого режима и граффити. А также сюда закинули два саундтрека и уже хорошо известная нам демо Half-Life Uplink. Ссылочка на ролик там. Было две итерации данных CD-материалов. Фаза дата V1 и V2 соответственно. Первый диск был выпущен примерно в одно время с релизом Uplink в феврале 99-го, а второй где-то летом того же года.
Точные даты выпуска под большим вопросом, и в интернете отталкиваются от датировки и создания файлов, записанных на этих дисках. В нынешних реалиях подобные дисковые сборники могут выглядеть как трата денег издателя. Но с другой стороны, в те-то времена, как еще распространять патчи и готовить почву к будущим дополнениям? Можно было там через BBS-ки раздавать или типа того, но в то время даже в Америке доступ в сеть был далеко не у всех. А таким способом Valve пусть и локально, но зато гарантированно доставляли улучшайзинги до потребителя. Фаза дата V1 представлял собой гибридный дата-аудиодиск. На нем были записаны два саундтрека: Adrenaline Horror и Space Ocean. Хорошо, но мало. А что у нас по данным? Патч, обновляющий игру с версии 1.0.05 до версии 1.0.08. Сразу 10 моделек для мультиплеера. На заре Туманной Юности в качестве аватаров можно было выбрать только Фримана, Кросс, Человека в защитном костюме HEV, Солдата и Ученого. Фаза дата значительно пополняла этот список. 3 скина добавлялись с патчем, и они же с 7 другими лежали отдельно на диске и закидывались через инсталлятор. Часть моделек нам хорошо знакома, так как они уже давным-давно прописались в игре. Но тогда они появились в мультиплеере впервые. Кроме Ученого, он там и так уже был изначально. 4 оставшиеся модельки остались эксклюзивами. И далее официально в новых итерациях игры уже не встречались. Хотя и неудивительно, так как это чисто фановые модельки и немного выбивались из общего списка. Под вопросом остаются еще 2 скинчика, которые упоминаются на некоторых тематических ресурсах, но я порылся в образах этих дисков и их там не нашел. Далее у нас идут граффити, их добавили более 80, что неплохо, учитывая, что в оригинале их было всего 13. Модельки и граффити, конечно, прикольные, но большой культурной ценности не представляют. А вот сетевые карты уже интереснее. На диске было записано сразу 5 новых карт, разнообразных как по стилистике, так и по геймплею. Double Cross. Это новая итерация всеми любимого Crossfire от того же автора. Преподносилась как работа над ошибками, но стала, как по мне, хуже. Карта сильно прибавила в размерах, отчего вернулась излишняя коридорность и однообразность. В Double Cross узнаются нотки карты Bootcamp, в которой были те же самые проблемы. Карта сильно вильнула в сторону от веселой и простреливаемой локации к очередной войне кротов. ZenDM. Совершенно нетипичная для мультиплеера зеновская локация со всеми соответствующими особенностями. Тут не без нюансов, тут преобладает вертикальный геймплей и не так много разбросанного оружия. Но играется вполне неплохо. The Hill. Многоуровневая арена, предполагающая вертикальный геймплей и своеобразный режим царя горы. На бумаге любопытно, но на практике все быстро скатывается в хаос. Rust Mill. Это комбинат с бункером, на котором есть система мониторинга перемещения игроков по карте и телепортации в желаемое помещение. Наполнение бункера прикольное, но сама карта максимально однообразная и запутанная, поэтому быстро надоедает. Team 9. Последняя карта особо ничем не примечательна и выглядит откровенно недоделанной с точки зрения визуала. Геймплейно она тоже выглядит слабовато и выглядит как рай для кемпера. Однако стоит отметить, что автору приписывают дизайнерскую ошибку при моделировании водоотводного канала. И незаслуженно. На старых версиях игры можно спокойно вылезти отсюда, а вот в стимовской это уже проблема. И выбраться без помощи напарника или своего арсенала уже не выйдет. Но откуда было автору знать, что разработчики переделают часть механик, отчего карта станет менее играбельной? Так что я бы эту несправедливость немножечко подправил. Фаза дата V2 по большей части повторяет первую версию. Разница только в том, что на диске отсутствует музыка.
А зашитый патч обновляет игру уже до версии 1.0.09 для установки Team Fortress Classic. В остальном все то же самое. И стоило мне написать, что в современных итерациях игры всего этого контента там явно не хватает, как Valve приятно удивила, и эту вселенскую несправедливость частично исправила. В честь юбилея в Steam появилась обновленная версия игры, в которую помимо всего прочего завезли Uplink, 2 мультиплеерные модельки, граффити и 3 из 5 вышеперечисленных карт, а именно Double Cross, The NDM и Rust Mill. Жаль, что не все, но и так тоже хорошо. Довольно известный факт, что Федеративная Республика Германия в плане надзора за нежелательным контентом в СМИ дает 100 очков вперед всем своим соседям. В этой стране уже на протяжении многих лет действуют суровые законы, касающиеся цензуры. Одним из основных органов власти, осуществляющим регулирование в данной сфере, является Die Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz. Федеральное ведомство по защите детей и молодежи в средствах массовой информации. Ранее также известное как Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften. Федеральный рецензионный совет по делам изданий, представляющих опасность для молодежи. Своими корнями оно уходит еще во времена Веймарской республики и изначально называлось Gesetz zur Bewahrung der Jugend von Schund- und Schmutzschriften. Закон о защите молодежи от нецензурной и непристойной литературы. Ведомство отвечает за экспертизу и цензуру СМИ на предмет потенциально опасных материалов, которые, как предполагается, могут нанести вред молодежи. Проще говоря, без решения данного ведомства вы не сможете ничего публиковать без лейбла 18+. В нашем случае, любая неугодная игра моментально попадает в соответствующий реестр, а по сути черный список, и к свободному распространению на территории Германии не допускается. Под этот маховик попали, например, Wolfenstein 3D, Commandos, Max Payne, Dead Rising и, соответственно, Half-Life. Изначально английская версия не устроила ведомство за чрезмерную, по их мнению, жестокость, и Valve ничего не оставалось, как внести корректировки в игру, несмотря на абсурдность некоторых требований. Помощь в данном вопросе Valve оказали специалисты из Sierra, отвечающие за немецкий рынок. Даже со всеми изменениями отредактированной игре выдали рейтинг 16+. По-моему, цензурирование игр сильно проблемный момент. Игре это толком не помогает, как видно по рейтингу 16+, так и магия игры затухает. Будто не нужно вовсе идти на рынок, где тебя не ждут, и прорабатывать версию с более приближенной логикой к оригиналу и соответствием цензуре. И в принципе я могу понять логику госорганов. И такой принципиальный подход можно было бы похвалить, если бы не принцип «хотели как лучше, а получилось как всегда». Так как у меня не повернется язык сказать, что в новой версии насилия стало меньше. Изменения принципиально ситуацию не улучшили в этом аспекте, а вот то, что все стало выглядеть нелепо, уж точно. Первое и самое очевидное изменение – отключена расчлененка, независимо от происхождения объекта. Пришельцы и зомби бескровно умирают и исчезают. Тут нет вопросов. А вот с людьми так поступать было нельзя, и у нас солдаты заменены на роботов. Убей всех людей. Ты должен убить всех людей. Если моделька вам показалась знакомой, то да, аналогичная задействована в мультиплеерном режиме. Вообще удивительно, что всех врагов не заменили роботами и не переименовали все это, скажем, в Probotector 3D или там Half-Tector. Ну или что-нибудь в этом духе. Опишите-ка годный вариант в комментариях. Выберем лучший. Персонал комплекса избежал роботизации и даже смог перейти на светлую сторону силы. Ученые-охранники, утратив способность к сопротивлению, теперь садятся на пол и в раздосадованных чувствах растворяются в силе. Местами это доходит до абсурда. Впрочем, приз зрительских симпатий отходит Барнаклам и их взаимодействию с этим самым персоналом. Ради Deutschland игроков Valve не были готовы перекроить игру и исключить людей из рациона. Вся разница только в том, что он испарился. И раз было сказано «нет расчлененки»,
то, как нетрудно догадаться, цензуре подверглось и содержимое желудков этих моллюсков. Теперь они изрыгают из себя пружинки, шестеренки, болтики и прочие механические детали. Не забываем, что в Германии спецподразделения Вкалывают роботы, а не человек. особняком стоят черные оперативники. Их тоже оставили как есть, но от греха подальше убрали анимацию груди и изменили анимацию смерти. А то игроки убедятся, что это, о ужас, человек! Поиграв в эту версию и посмотрев несколько прохождений, могу сказать, взяв поправку об отсутствии оригинала для этого сегмента, эта игра до сих пор пытается быть хорошей. Но как будто во время всей игры закрадывается ощущение большой ширмы на сцене. Мы не видим того, чего не видим, но отдаленно догадываемся обо всем. И от этого магия игры немного рассеивается. В мультиплеере пришлось сократить ряды доступных аватаров. Но если вы думаете, что оставили модельку того самого робота, то вынуждены разочаровать. Ее время на тот момент еще не пришло. А из всего представленного в родстере обликов, на тот момент единственным подходящим по всем требованиям, там был ученый в костюме со шлемом. Его и растиражировали на всех остальных. Под вопросом остается оригинальная модель солдата, которую мы обнаружили среди прочего в более поздней версии 1.1.0.8. Тут доступны все дополнительные облики в первозданном виде. Патчи адаптировать, видимо, не нужно было. Ну или нам опять какая-то сборная солянка попалась. Если так и должно было быть, то тогда на каком этапе затесался данный гражданин? Вопросы требуют ответов. В таком своеобразном виде игра официально продавалась на дисках и позднее уже в Стиме. Разумеется, с приходом интернета в дома рядовых немцев открылась форточка и для полноценной версии. Так продолжалось до апреля 2017 года, когда Федеральный центр тестирования произведений, причиняющих вред несовершеннолетним, все же смилостивился над старой игрой Valve и амнистировал ее. Рейтинг игры снизили с 18 до 16+. Соответственно, с этого момента в немецком Стиме доступна привычная всему миру версия. Все из нас прекрасно помнят разнообразные пиратские многоигровки, которыми были забиты полки соответствующих магазинов. Джентльмены удачи записывали как произвольные игры, так и адекватные сборники тех или иных франшиз. Но, конечно, подобные сборники и сами студии не чурались периодически выпускать. Valve и Co. клепали по сборнику после выхода каждого нового тайтла студии. В 1999 году выходит первое издание сборника под названием Half-Life Generation. В него входили Half-Life Game of the Year Edition, Half-Life Opposing Force и Team Fortress Classic. В некоторых регионах сборник выходил под названием Half-Life Adrenaline Pack. Второе издание вышло в 2000 году. Помимо всего вышеперечисленного, набор содержал Half-Life Counter-Strike. За пределами Европы сборник назывался Half-Life Platinum Collection. Третий и последний релиз вышел в 2002 году. В списку игр добавилась Half-Life Blue Shift. Альтернативное название в этот раз менять не стали, а вот обложку подогнали в соответствии с обновкой. Помимо этого были предусмотрены различные комплектации данных изданий. В некоторых регионах выпускались жирные во всех смыслах наборы. Тут вам и отдельные коробочные издания обеих игр, в общем коробочном боксе, с классическими упакованными дисковыми версиями, артбуки, каталог с играми материнской компании. На тот момент Sierra, Blizzard и не только принадлежали транснациональной компании Havas. Так что тут можно увидеть и Цезаря, и Диабло, и StarCraft под общей крышей. Были издания и попроще. Тут у вас уже одна общая пластмассовая коробка, в которой все диски хранятся в общей куче, без всяких изысков. Если повезет, то непредусмотренные конструкции коробки диски будут упакованы в бумажные конверты. Болванки в таких продаются. А из бонусов только инструкция. Бюджетненько, конечно. Ну и ладно. Хотя, что мешало взять подобный форм-фактор? За адаптацию издания для российского рынка отвечала компания Soft Club. Именно адаптацию и именно издание, так как официальных переводов первого Half-Life и всех его дополнений в природе не существует до сих пор.
Поэтому Soft Club не стали особо напрягаться и издали на территории России самую бюджетную версию сборника, ограничившись переводом обложки и инструкции. Как оказывается, версия для Dreamcast была не совсем первой в списке закопанных в последний момент игр. Аналогичная незавидная участь постигла и версию для Mac. Данный порт разрабатывался почти параллельно с консольными вариантами усилиями студии Logicware. Об этой студии уже мало кто помнит, но она в свое время делала не самые плохие порты игр. Однако и в этом случае Newell снова нажал на тормоза в последний момент, за 3 недели до релиза Mac-версии. По версии Valve из-за низкого качества продукта, который сделал бы из игроков на Макинтошах клиентов второго сорта. Существует две интерпретации данного заявления. По первой интерпретации Valve не устроило качество порта в целом. Особенно их не устраивал сетевой код, который был несовместим с многопользовательским режимом ПК-версии. Мне в это слабо верится, ибо на PS2 они легко смирились с отсутствием полноценного мультиплеера и ограничились дезматчем на одном экране на стрёмных и клаустрофобных картах. Да уж и больно амбициозно и фантастично звучит кроссплатформенный мультиплеер в 2000 году. По версии Ребекки Хайнеман, соучредителя Logicware, Valve отменила порт, поскольку Apple разозлила их, исказив прогнозы продаж. Также в фанатском сообществе есть предположение, что отмена порта связана с большой нагрузкой на саму Valve и риском оказания недостаточной технической поддержки, более чем на одной платформе одновременно. Тем не менее, в 2000 году Macintosh остался без Half-Life, и портирован он туда будет уже только в 2013 году. Жалко, конечно. Я бы себе подобное коробочное издание на полочку бы поставил, но не судьба. Я зажал гранату и сменил оружие. Теперь я достаю гранату из штанов. Охуенно, не правда ли? Вот ты вот так сделаешь, забудешь, что у тебя заряженная граната в штанах, и когда ты возьмешь в руки гранату, она рванет. Отлично. И стрелку шлеп. И поехали. Вот здесь, кстати, я помню, что здесь сетка такая стояла, рабица. А здесь ее нету. Вот the f... Ты видел? Ты види? Чё за фу? Дамы и господа, мой трамвай уехал без меня.
Это был не я. А на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели. Надеемся, было интересно. Подписывайтесь, оценивайте, комментируйте. Особенно нам интересно, как вам обновленная игра. Не забывайте про наши ресурсы. ВК и Discord, ссылка в описании. Мы там всегда находимся и с удовольствием с вами пообщаемся. С вами был Панквинта и Притчер. До связи!